Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 38-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В начале предыдущего выпуска сдал железки механику, сходу закрыв квест «Импорт». Затем в бункере нашел и устранил 5 рейдеров, хоть и выжить при этом не удалось, квест был закрыт. Там же в бункере забрал 3 папки по квесту прапора документы и с боем вынес с локации, объединившись с неизвестным ЧВК. И на таможне за 2 рейда удалось обнаружить и пометить «Газель» на заводской территории и покинуть локацию. Квест «Реагент», часть 4 я сдал лыжнику, при этом провалив квесты «Большой заказчик» и «Простое любопытство» для прапора и терапевта соответственно. Выпуск поддержали финансово Тимон Омск, Алёха Лещенко, Серый Волк, Пожилой Паукан, Агапыч, Ами, Двоемер, Дмитрий Бригер, Прохожий, Евгений, Батя, Russian Bear, Айдар Ахмедшин, Ментос, Слава, Захар, Акляшкин, Колясик, Кирилл Мюнхен, Дима и Мишт. Большое человеческое спасибо, господа и дамы. В дуо запись квестов идея хорошая, у меня есть мысли по этому поводу. Москве привет, спасибо за добрые слова и пожелания. Захар, напиши в личку в ВК, обкашляем этот вопрос. Улица Молодежная, 59, город Ижевск, привет. Какой точный привет получается. Вьетнам, привет. Благодарю, ребята, за вашу щедрость, особенно за закрытые комиссии. Дон Алерт теперь забирает каждую 10-ю монету, к сожалению, несмотря на то, что и так монетизация практически мертва. Искренне хочу пожать вам руку за возможность продолжать заниматься любимым делом исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Всем приятного просмотра. О, там, где меня рейдеры положили, там Калашников мой остался, никто его не староканил, значит, вернулся он оттуда по страховке с бункера. Как и планировал, начнем денек с того, что вернем лояльность у прапора и у терапевта. У прапора это ручные гранаты М67, 10 штук. У меня они как раз накопились в количестве 10. Не обязательно, чтобы все они были с галочками. Если у вас нет этих гранат, то вы можете спокойно их пойти на барахолке купить, либо выменить там по бартеру. У терапевта то же самое. Забудем старые обиды, квест, по которому нужно пачку ключей тут передать, и все будет в ажуре. Также вернется полностью вся лояльность. Все, ключи я докупил, какие нужны были. 303 общежитие, ЗБ-14. Так, у меня один мой, один купленный, и ключ от кладовки заправки тоже передаем. Все, квест выполнен, лояльность у терапевта вернули. Один дейлик от прапора мы можем закрыть сразу, найти и передать в рейде бутылку виски, говорит. Вот у меня тут есть кое-какие запасы. Ну вот, почти 5000 опыта просто так получаем за бутылку виски. Ознакомительный, оздоровительный, научно-политический, фантастический рейд будет сначала за дикого, в 7 утра пойдем мы в лес. Но в первую очередь, конечно, это немножко разыграться, послушать игру и все такое. Ну а во-вторых, посмотрим по времени и по месту спавна. Я хочу еще присадку поискать. Одна присадка и квест у барахольщика целый закроется, ни много ни мало. Так. О, 22 минуты, неплохо. Окраина, лодка, изба диких, бункер. Диких. Шаха, 218. Че, попробуем на МЧС сгонять? Думаю, надо. Що часом ми тут, що тайничок позырим. Опачки. Дайте бронежилет, что ли, какой-нибудь. Просто, чтобы был. Так, тут мы все настроили. Ну, погнали. Надо посмотреть всякие, помимо тайников, и очевидные места, типа ящики снабжения, да, вот такие вот прелести. Я, наверное, через деревню вот туда далеко не пойду. Если здесь не лягу. То пойду на это, где лагерь Юсеков. Туда на те сопки прогуляюсь. Понятно. Первый признак не очень хороший. Судя по всему, тут лутались пацаны. Блин, деревня.
Так вот, да? Вот так вот ты, Тарков, делаешь, да? С утра. Пацанов наших отколошматили. Блин, хоть бы аптечку и ишку какую-нибудь оставили, что ли. Продовольствие. Пылесосы. Да уж. Вроде и времени, да? Щедро. Тебе не красный таймер. О, здесь не смотрели. Вот тут нет ничего. Тут нормально так снайпер, да, какой-то жбошил. О, мешочек пронес. Наушнички. Хотя эти сумки спортивные сейчас тоже стоят как запчасти на танк какой-нибудь. Рыбачева. Вот даже не знаю в такой ситуации теперь в каком направлении мне двигаться. Идти по тайникам или идти там, в деревню куда-нибудь. Ладно, это же ознакомительный, без фанатизма. Давай еще на базу Исеков туда, на лагерь Исеков, точнее, туда сгоняем. Пацаны, если что, я мирный. Так. Присадки в этих картотеках спавнятся? Ой, что-то так тороплюсь, что даже не досмотрел. Понял. Поесть, попить есть уже неплохо. Так. Что это такое? Что за звуки? Я бегу по траве, а звуки, как будто я по листве какой-то шуршал. Ну, шкура цела уже неплохо. Сейчас все толкну и в стрип-бар. Пить, не залез. Это похоже, что обычный дикий, да? Обычно дикие там щелкают, эти магазины достают, что-то там проверяют. Гексагоновские направляющие должны чего-то стоить. Пявко нашел, ё-мо.
Еще пивко лежит там. Ё-моё, в лес сходил, пивка набрал. Правильно, в разгрузку я поближе к сердцу. Да ёбушки-воробушки. Что это такое? Дикий прибежал. И хуй мой танцевал чечетку. Вбивай янь в ноги инь. Остынь, остынь. Как же ты хорош. Ладно, занимайся дальше своими тут делами-делишками. Труба зовет, присадка ждет. А вообще глутание за дикого это как отдельная игра, отвечаю. Тут немножко по-другому все. Быстренько, оперативно туда-сюда бегаешь, прыгаешь. Не всегда есть где лутать. Нередко все уже лутано. Но свой кайф в этом есть. Ну ё-моё. О, картофан. Так, как бы мне... Вот так. Бам, Диса еще и в бронежилете теперь. Теперь мне нужна присадка для полнейшего счастья. Это надо, знаешь, чтобы найти присадку, это надо просто идти спокойно по каким-нибудь там своим делам, или просто вот так вот брать и несколько рейдов лутательных чисто делать. По тайничкам, по всяким местам интереса. И тогда ты как пить дать найдешь что. Вот раньше, когда я катал в Тарков пару-тройку вайпов назад, я вообще спокойно ходил примерно столько же рейдов за Дикого, сколько и за ЧВК. И постоянно у меня уже все эти квесты были заранее. Все предметы собраны. Когда я достигал этих квестов, доходил до них, у меня уже все предметы были, я их просто сдавал. Сейчас же что-то начинается. Вот это за ЧВК, опыт. Капа этот призрачный. Призрачная цель капа. Хотя, по сути, она нафиг не нужна, эта капа. Ну, возьмешь ты капу, и чё? Она нужна тогда, когда у тебя маленький этот самый, да? Схрон. Ой. Не схрон, а этот подсумок. Вот тогда капа, конечно, нужна, когда у тебя там альфа, да, по сравнению. Когда у тебя та же гамма изначально. Наизнанку вворачиваться потом ради 3. Так, подожди, там же, по-моему, в колонне прапора, да, еще техснововский ящик. Ради 3 дополнительных ячеек потом наизнанку вворачиваться, и когда ты получаешь капу, в принципе, тебе туда, ну, нет необходимости что-то класть, потому что тебе выносить из рейда вообще ничего не надо. Ты к моменту получения капы уже все квесты сделал, уже все предметы передал необходимые. Тот ящик.
Грызли здоровенная. Какой-то неизвестный предмет. Да времени нет. Хочется еще успеть здесь поглядеть. Хочу на пункт питания заглянуть. Там есть же сумка целая. Плюс тайничок там внизу. Кто такие? Почему присел? Что там, братья? О, виски. Ага, вернулся. Прикольно. Бам. Там спящий еще есть, до спящего добежать надо. Может, у спящего присадка имеется. Может, он ее нашел. Дай, братюнь, присадку. Понял. Ну и не надо. Как не надо? Надо, конечно. Ну и не надо. Ну что, смотрим тайник здесь, смотрим ящик. Ой, этот, как его фамилия? Сумку. И все. Больше здесь ловить нечего. Ну, капец, конечно, ну, капец. Так, что можно выкинуть? Вот это? Я все равно с такой пушкой не играю, но продать ее можно будет. Ого. Прям дикие пачками, да, лежат? Там друг на дружке почти. Тут такая же песня. Сейчас застрелит меня, смотри. В зоопарке день открытых дверей, что ли? Hey, give me your shit. Hey, can I have your shit? Чё за шестая палата? Hey, man, can I have that shotgun? Hey, for real. Да на, ради бога.
Ключ от кабинета 112 западного крыла санатория мне понадобится. Погнали, пацаны, за ЧВК на берег. Я одеваю паку и шлем 6Б47. Даже буду страховать их. Ё-моё, как бы то это глупо не звучало. Ну, не думаю, что кто-то будет там паку выносить с рейда. Мне нужно проникнуть в западку. На первом этаже 112 номер. Мне нужно там забрать образец из холодильника и выскочить с локации. Вот так вот меня на коттедже сразу же высадило. Так, мне надо будет на западное крыло сразу же. Отсюда тогда и двиганю в том направлении. Делать тут мне особо нечего. Правда, там санитар может быть, да? Если он там подспавнится, он мне проблемы создаст. Чуть левее тогда топануть. Или по прямой. Ладно, давай тогда через эту сторону пойдем. Зато какой же, черт возьми, большой плюс в игре в паке в этой, что у тебя перегруза нет никакого. Но то, что это второго класса бронежилет, вот тебе ложка дегтя, да? Не буду тактикулить, там что-то обходить, выходить. Типа на пролом. Как бы то ни было, боец никудышный с человека в паке. Блин, я еще и фонарик забыл присобачить. Глупенькой. Вот она, 112-шка. Ух, наяривают там. Мочи. Пришел как-то Диса за химическим контейнером. Увидел 2 сумки. Все, забрал предмет, который мне нужен. Можем пилить отсюда. Такие вот дела. Веса хитрый. Ну, выскочить можно будет на маяке. На переходе на маяк. Там пробежка, не пробежка вообще не имеет значения, по идее. Потому что мне по факту надо вынести предмет. Значит, потихоньку по нуба-тропинке, ближе к краю карты. Может, сейчас по пути еще пару этих диких подстрелим. Хоть пороху нюхнуть.
Там еще и ЧВК на выходе меня ждет, да? Вниз кто убежал? Дикий? Ну, двигался, по-моему, как дикий. По-моему, без рюкзачка был. Что за, блин, возня, ё-моё, дайте мне просто выйти. Прямо! Вон он, сука! Да кого ты через кусты шмаляешь? Дурак, что ли? Кепка, кепка! Вали кепку! Ну это же нечестно. Ух, ёб, граната! Да, я такой. Чё за фигня? А чё такие агрессивные, а? Вроде никого. А вот и неправда. Посиди, пока там. А чё так? Почему четверо тут их? Вон он, Зараза, а. Непонятная ситуация вообще. Я, походу, какой-то баг словил. У меня дикие тут спавнятся один за одним. Такое вот у меня ощущение. Ну вот вы же нужны мне были, пацаны. Очень даже нужны были. В свое время. Почему вас не было тогда, когда вы нужны были? Как вы это можете объяснить? Картоха, пилигрим. Это я шуршал, походу. Флешка. А кого они до этого кошмарили?
Может, они его и убили? Еще пилигрим. Еще флешка. С ума сойти. Я даже не знаю, как это комментировать, как это объяснить. Это просто какое-то непонятное происшествие было только что. Стрельнули с кем-то, перестрелка была, я так понял. ЧВК какой-то проскальзывал где-то недалеко. ЧВК куда-то исчез. В итоге здесь наспавнилось 4 или 5 диких. 2 с пилигримом и с флешками. Зачем? Чё? Непонятно вообще. А вообще я вышел сюда за одним контейнером химическим так-то. Но благо я его нашел, забрал. Окей. Интересный рейд. Однако. Интересный. Около 15 минут в итоге у меня ушло на это все. Ну посмотри, 5 диких там на 2 ящиках наспавнило. Я просто нифига себе, сколько их там, оказывается, может быть. Так, по витаминам. Первый химконтейнер с берега мы стараканили. Осталось только 2 химконтейнера на развязке. Ключ от медицинского центра службы МЧС у меня имеется. Вот туда мы сейчас на развязку и пойдем. Пойду за ЧВК на развязку. В ночное время пойду и... Так, да и пак застрахуем, пожалуй, да? Да и все, в принципе. Мне нужно в сам торговый центр проникнуть, в общем, и в магазине Мантис забрать образец, и на МЧС забрать 1 образец. Ек, МЧС говоришь, да? МЧС говоришь. Так ты говоришь МЧС? Капец светло ночью. Небо прям светлое. Так, значит, что я сюда приперся? Мне надо будет проникнуть прям в сам магазин, поэтому... Этим мы займемся напосредственно. А вон ЧВК побежали. 2 ЧВК забежали. Будут запрыгивать и в воле, да, чесать? Ну ладно. Что-то ночная развязка капец оживленная. И там флешки хлопают. Там 2 ЧВК забежали. Что-то мне казалось, что поспокойнее тут ночью. А нет. В общем, что я задумал? Каков мой коварный план? Главное не сдохнуть. Но это будет сложно, получается. Да блин, слева убил. Есть, на МЧС то же самое появился, точно там же. Да, наверное, здесь я и поднимусь, чтобы там не лавировать вот это вот все сразу же. Хотя зря тут пошел.
Было немножко по другой стороне идти мне. Мне же тут делать-то нечего, по сути. Надо в другое направление было. Ну, бог с ним. Раз уж здесь, пойдем по неспокойной тропинке. Приближение к таким дверям напоминает игру Fear. Может, помнит, кто такой? Дикий ходит. Опа. Я кого-то слышал. Не послышалось. Там уже возня идет. Питание есть, разумеется. А, да, кстати же, воскресенье, походу, поэтому сегодня так густо народу. Понятно, понятно. Так, мне сюда по-хорошему, но тут что-то кто-то стрелял, патроны ложились, пули, я слышал. Однако опасно. Вот он, Мантис. Вот, товарищи. О, капец. Я ж так не убью тебя никогда. Блин, чуть-чуть не дожал. Там одного патрона буквально не хватило. Интересно, девки пляшут. Ну ладно. Так, где этот контейнер? О, сюрф новый. Вот он, этот хэм-контейнер. Есть один. Блин, ну второй он там на МЧС, а он в сторону МЧС ускакал. Я готов поспорить, что там в засаду засядет. И пофиг. Вообще ничего не вижу. Там вообще, по-моему, с кем-то там воюет. Ну.
Ладно, тогда я забираю контейнер, который мне необходим. Вот он. Чик. Все. Подзадача витамины выполнена. Блин, жалко, что не получилось его все-таки дострелять, но ничего страшного. Попробуем потихонечку выйти сейчас под шумок. Я хз, где он? Что он там? Что он задумал? Но главное, что Мантис отбили. Прогнали его. Хоть и не убили. Главное, что шкура цела, говорит. Уже неплохо. Это раз. А во-вторых, забрали контейнеры свои. Такие дела. Давай в разлом в заборе тогда двину. Там нужно будет... там можно будет без рюкзака мне выйти. Я поэтому-то рюкзак с собой не брал, по сути. Еще не планировал ни лутаться, ни что-то там. Тут аккуратненько. Чик. И выходим. Зашибись. 11:30 времени, чуть больше 1000. Одного дикого... ну это на касса-холле, который был, да, и все. А дальше все, что полетело, все полетело по броне и туда-сюда. Ну, патрон. Я не то чтобы жалуюсь, просто констатирую факт. Как итог, витамина, часть первая, квест мы можем закрывать. Оба контейнера вынесли. И еще есть развязки. Передаем их лыжнику и закрываем его. Витамина, часть вторая дает квест. Здесь надо 4 респиратора, которые я уже приготовил, естественно. И 3 набора для переливания крови тоже уже готовы были. Зашибись, витамины, часть вторая, сразу же закрываем. Вот, теперь и прапорщик у меня максимального уровня прокачки. И тут корона теперь. Ну что, так как на сегодня план у меня выполнен по квесту, который я хотел витамины сделать и добиться высокого уровня лояльности у лыжника, я предлагаю тогда прогуляться теперь в лес за дикого. Огроменный пилигримище есть у этого дикого, так что надо пойти в лес. Прям надо. Даже пойду конкретно не за присадкой, а просто чтобы рюкзак пилигрим набить битком. И тогда мы обязательно найдем присадку. Так, все, понял. 21 минута. Ни много ни мало. Блокпост в СРФ. А ну-ка, банажика, что там было? Так, бункер диких, горный тайник, ворота южный. Но это слишком тяжелое, чтобы сразу с собой брать, да? Что у меня там по грузу? 10 килограмм. Ну, нормально, в принципе. Все, пошел лутаться. Бам. Во, смотри, у меня еще... Это просто прям сказка для дикого, да? Это прям сказка. Ты посмотри, какой у меня огроменная разгрузка какая и какой огромный мешок у меня. Ладно, пока заберем, если что, там попутно где-нибудь выкинем. Ехала дальше. Лутаться буду в каком направлении? Если никто не помешает, конечно же. В направлении бункера диких. Я больше чем уверен, что пока я дойду до бункера, я уже набью себе и рюкзак, и разгрузку каким-нибудь лутом. Там пару ящиков можно было бы поглядеть. Ну ладно, бог с ними. У меня тут зато тайники есть, кстати говоря. Где первый?
там, кажется, под камнем, да? Ну, сейчас бы на мину не нарваться. А то весь мой план лутания плакаль. Да, тут тайник, по-моему. Или не тут? Нет, тут. Вот он. Блин, не пробежался там сколько-то какое-то время, да? По тайникам. И все, начинаешь забывать потихонечку. Чё, почем. Где, зачем. Вдоль лэп бежишь. И вон под той лэп еще один тайник. Вот он красивый. Альонка. Остальное неинтересно. Дальше вдоль дороги бежишь. Часов на 11. Сопка. А на этой сопке лагерь юсеков. Нормально. Так. Что тут у нас? Обчистили, да? Не, нифига, модули лежат все, смотри. Похоже, не было никого. Нам представляет что-нибудь интересное, какой-нибудь эргономик. Это, наверное, ничего не стоит. О! Глушила ствол на ДВЛ. Ствол душнила. Около половины бенстагажена. Пойдет, гадюка нам нравится. Тут обычно этот бронежилет можно найти. Ого. Вперед. На всякий случай возьмем это добро. О, еще волына. Ого, ничего себе волына. А, не ставится. Потому что это какой-то микроколлиматор, да, наверное, или что-то в этом духе. Это переходник нужен, видимо. Тут у нас спящий. Не то пальто. Глушилы. Пламегасы. Все в хозяйстве пригодится. Так, тут что у меня еще пропущено? Вот это пропущено. Возле генераторов, говорят, поглядывать надо эту присадку самую. Нередко она там появляется.
весу 24, пока нормально. Медицину нашел. Зашибись. Еще и обдолбос. Так точно. Еще пушка. Здоровенная какая-то. Нет, СКС. Так. Понятно. Берем дальше. Блин, там техснабовский на колонне прапор есть. Ладно, пойдем сходим, посмотрим. Там еще тайничок есть, так что нормально все. Какая-то пачка патронов лежала. Ого. О. О. Да моя ты хорошая. Да моя ты родненькая. Я нашел тебя, я нашел тебя. Витаминки. Хорошо-то как. Присадку нашел, пацаны. Пацаны! Хороший день, чтобы сдохнуть. Ладно, ничего, я не буду больше лутать. А, нет, наврал. Никого нет, можно полутать. Ну так, здесь, чисто в бункере внизу соберу. Фачатина. Синоморф. Герара хир. Герара. Еще кто-то идет. Такой же пришел пилигримщик. Офигеть, Юрец, зырь, труба, нормальный такой пацанчик мне попался. Нифига я добра вынес, но самое главное, это конечная же топливная присадочка, которая позволит мне Кровь войны часть 2 сейчас закрыть. Кровь войны часть 2 передаем присадку и закрываем этот квест для барахольщика. Зашибись. Кровь войны часть 3. Выжить. И в эти локации у меня выполнился подпункт. Не знаю почему. Поэтому квесту необходимо 3 схрона с топливом в лесу пометить. Ну и все получается. Я уже выжил и вышел с локации. Но, как по мне, Дикий неплохо сегодня поработал. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку. Пальцы вверх, добрые комментарии. Хорошего всем настроения и приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске.